Excellent. Good afternoon, everybody. Здравствуйте все. Thank you for welcoming me once again to give a talk to you. It was a good experience last time, and I'm delighted to do so again. I hope I'll be able to share with you a number of insights into how, as journalists, we can use social networks as useful news gathering tools, and also explore some of the risks involved and how to mitigate those. Так, секундочку, микрофон. Прошу прощения, I'm sorry. Большое спасибо, что снова меня пригласили читать лекцию. В прошлый раз это был замечательный опыт. Я надеюсь, что сегодня я смогу осветить ряд наблюдений и вопросов, касающихся того, как мы как журналисты можем работать с социальными медиа и как мы можем использовать социальные медиа в качестве источников информации. Я поговорю о том, с какими рисками мы сталкиваемся и как мы можем эти риски минимизировать. So today I will examine three separate aspects of the use of social networks. The first is how we can use social networks to find stories. The second is how we can use social networks for hints, tips, and background information. And the third is how to verify information on social media and avoid the pitfalls of fake news. Сегодня я подробно освещу три аспекта использования социальных сетей. Первый – это то, как мы можем использовать социальные сети для поиска сюжетов. Второе – как мы можем использовать социальные сети для того, чтобы находить необходимую вводную информацию, использовать ее в качестве подсказок и намеков для сбора информации. И третье, как проверять информацию в социальных сетях для того, чтобы избежать фальшивых новостей. First of all, it is important to point out that social networks have not replaced the traditional methods of news gathering. In my opinion, they never will. And no matter what some people might think or wish. There was reportedly once a sign in the Los Angeles Times newsroom which read GOYA-KOD, which stood for get off your ass and knock on doors. Speaking to people in real life, building a network of contacts and immersing yourself in the community or specialism you cover is still the best way to find stories. Во-первых, я хочу сказать, насколько важно я хочу отметить, что социальные сети вряд ли смогут заменить традиционные методы сбора информации. Неважно, что по этому поводу существуют другие точки зрения. Но, как гласила надпись на дверях газеты Los-Angeles Times, вставайте со стула и идите стучите в двери. Речь шла о том, чтобы собирать информацию в реальной жизни и строить настоящие социальные контакты и взаимодействовать, окунаться в среду, в которой вы публикуетесь. However, there's also no doubt that in the modern world, social media plays an important role in news gathering. It might not be a substitute for traditional methods, but it can act as a useful tool alongside them. Однако, без сомнений, в современном мире социальные медиа играют очень важную роль именно для сбора информации. Они не смогут заменить традиционные методы, но могут функционировать наряду с ними. It's important to ensure that you use both methods in a similar way. If you were to go out and about in Perm and speak to people, you would meet people with a range of opinions on politics, music, the arts, sport, international affairs, and so on. The tendency on social media is to exist in a bubble where you only read the opinions of those you agree with. Важно гарантировать, чтобы методы работы
социальными медиа были похожи на методы работы с обычным сбором информации. Если вы отправляетесь куда-то в Пермь на прогулку и поговорите с людьми, с которыми вы встретитесь с целым рядом мнений. Мнений о политике, о музыке, об искусстве, спорте, международных отношениях. Но в социальных медиа существует такой своеобразный пузырь, в котором вы сталкиваетесь только с каким-то одним мнением, с которым чаще всего вы согласны. I would urge you to resist that temptation. Expose yourself to a wide range of views and make sure you follow those you do not agree with, no matter how ridiculous or wrong you may consider their opinions to be. Not only will this expose you to some challenging ideas, but it will present you with different angles on stories. И я бы рекомендовал сопротивляться этому соблазну и представлять себя целому разнообразию мнений и пытаться гарантировать ситуацию, в которой вы будете сталкиваться с множеством различных позиций, независимо от того, какими бы глупыми они вам ни казались. И очень важно быть представленным и сталкиваться с различными смелыми идеями и смотреть на истории с разных позиций. Social networks are not often places where we find a completely new, groundbreaking story, but they are useful to uncover new narratives and different opinions, which can have a positive effect on how we report the news. Социальные сети не часто предоставляют нам какие-то яркие, неожиданные истории, но они могут оказаться полезными для того, чтобы развернуть новое повествование и представить различные точки зрения, которые могут оказать полезный эффект на новость, на сообщение новости. One key area where they can be useful for finding original content is in identifying new voices. For example, what the BBC refers to as underserved audiences, such as younger people, lower income workers, women, ethnic minorities, often have a louder voice on social media than they are afforded in wider society. Одним ключевым моментом здесь может послужить попытка искать оригинальные истории и искать новые голоса для своих историй. Например, для службы BBC характерно обращение к так называемой аудитории, которая обычно не заслуживает широкого внимания. То есть BBC обращается очень часто к мнению молодежи, к мнению низкооплачиваемых работников, этнических меньшинств. И в новостях голоса этих социальных слоев звучат гораздо ярче, чем они обычно представлены в широкой общественности. Identifying and making contact with people from these groups can be reasonably straightforward through social media, and the issues relevant to them can then be given the coverage they deserve, but would not otherwise get. On a simpler basis, social networks are also useful for developing news stories, provided the information can be properly verified, which we will explore more later. Определение и установление контакта с такими группами людей может быть очень важной задачей, и оно как раз и будет осуществляться через социальные медиа. И вопросы, напрямую связанные с ними, могут получить освещение, более широкое освещение, которое иначе бы они не смогли получить. Проще говоря, социальные сети также являются очень важным инструментом разворачивания и повествования истории и предлагают информацию, которую, конечно же, необходимо проверять. There is a basic level to this, which is the tendency of many organizations to publish press releases and statements on Twitter before they publish them anywhere else. Politicians also often speak out on Twitter before they give an official interview or release an official press release through their political party.
существует определенная тенденция для многих организаций публиковать пресс-релизы или официальные комментарии, например, в Твиттере, и делать это до того, как пресс-релизы или официальные комментарии будут выпущены где-то еще. Политики очень часто высказываются в Твиттере до того, как они дадут официальное интервью или выпустят пресс-релиз через пресс-службу партии. An example of this is a story the BBC covered in Northern Ireland just a few days ago. The story, which developed over a number of days, involved Sinn Féin, which is one of the governing parties in Northern Ireland, and the official opposition in the Republic of Ireland. Примером тому может служить история, освещенная BBC недавно в Северной Ирландии. Это произошло буквально несколько дней назад. Этот сюжет развивался в течение нескольких дней и включал политическую партию Sinn Féin, одну из правящих партий Северной Ирландии, и официальную оппозицию Республики Ирландия. 3 of its party offices had received COVID-19 support funding back in the spring, but they were not entitled to receive the money, which was sent to them in error. This created much controversy because the BBC discovered the money had never been handed back, and it was only returned following the BBC investigation. 3 члена партии получили финансовую поддержку по борьбе с COVID-19 весной этого года. Однако они не должны были получать этих денег, не было соответствующих постановлений, и они получили эти деньги по ошибке. Это событие вызвало много противоречий и много нареканий, потому что согласно расследованию BBC, деньги не были возвращены назад, собственно, до начала проведения этого расследования. Деньги были возвращены членами партии только после проведения расследования службой BBC. However, that was not the end of the matter, as there were calls for an investigation into why the money had remained in these bank accounts for so long. Однако этим дело не закончилось, и было проведено новое расследование для того, чтобы узнать, почему деньги задержались на счетах так долго и почему они не были возвращены своевременно. So on Thursday, the party leadership announced that 3 people had resigned from official roles in the party due to their involvement, including Alicia McCallion, who's a former member of Parliament and a serving Irish senator. The money had been lodged in a bank account of which she and her husband were both signatories. В четверг среди верхушки партии Sinn Féin ушли в отставку 3 человека. И они ушли в отставку именно в связи с этим делом о переводе денег по ковиду. Среди людей, ушедших в отставку, была Элиша Маккеллан, бывший член парламента и нынешний сенатор Ирландии. Деньги, которые были переведены на банковский счет, находились на счету, на котором сама Элиша и ее муж обладали правом подписи. Они обладали правом подписи по этому счету и могли переводить средства куда угодно. There was much reaction to the story. The official Sinn Féin press release had quotes from the party leader and from Mrs. McCallion. However, statements from the deputy leader and from representatives of other parties all emerged on Twitter before anywhere else. И, конечно же, была официальная реакция на эту историю. Официальная реакция
партийного лидера Sinn Féin и самой миссис МакКеллен были представлены в прессе и выпущены через пресс-релиз. Однако комментарии зампредседателя, замлидера партии и других представителей партии появились в Твиттере гораздо раньше. This is fairly basic use of social media. The statements would have come through statements would have eventually come through more traditional channels, but it was nonetheless a useful one. There was no verification issue here. These were statements being made by official political accounts, and so it was a straightforward task to use them in the story. Это такой стандартный пример использования социальных медиа. Комментарии, конечно, были выпущены и традиционно на других каналах, однако это может служить примером того, как работают социальные медиа. В данном случае не требовалось никакой проверки информации, официальных комментариев, потому что они все были выпущены по официальным каналам. И в данном случае это использовать эти официальные каналы было очевидной задачей. But social media can prove a particularly useful tool when a big breaking story is happening, even if it is not necessarily providing information which can be published. So we'll take, for example, the sort of story which can break suddenly and with much confusion and a lack of clear information. The example we'll use is a terrorist attack, such as the Manchester Arena bombing in 2017. Однако проверка может понадобиться в тех случаях, когда появляется какое-то яркое, неожиданное событие, но оно слишком яркое и происходит слишком неожиданно, чтобы быстро на него отреагировать официальной информацией. В качестве примера можно привести террористический акт, произошедший на стадионе Манчестер-Арена в 2017 году, когда сразу после акта было очень много сомнений, было мало четкой информации, и сама история разразилась очень неожиданно. When an incident such as this happens, it's understandable that there will not be information readily to hand. In the immediate aftermath, there will be conflicting information, even from official sources, who are often struggling to understand events themselves. В таких случаях, когда происходят такие инциденты, достаточно очевидно, что под рукой у вас не будет сразу четкой информации, потому что непосредственные события представляют слишком противоречивую информацию, и даже официальные источники иногда испытывают трудности в том, чтобы разобраться в том, что произошло. In such incidents, it would be extremely foolish to treat information on social media as being reliable, never mind to publish anything based upon it. This is partly because people in good faith post things which are incorrect, perhaps based on hearsay or because they've misunderstood what is happening. И в таких случаях, конечно, будет очень глупо использовать социальные сети в качестве надежного источника информации, независимо, и уж тем более публиковать что-то на основе постов в социальных сетях. Частично просто потому, что люди публикуют некорректную, неточную информацию, пытаясь сделать даже что-то хорошее, однако они опираются часто на слухи, и очень часто то, что они публикуют, они сами не поняли. Others will deliberately spread information with the intent of causing more confusion or sowing the seeds of hate by blaming a certain group for what's happened, long before there's any clear evidence of what has happened. However, that is not to say information posted online is not useful to journalists. И с другой стороны, информация, которая в этом случае может появляться в соцсетях, может быть намеренно искаженной, и целью таких постов может быть какое-то сеяние зерн ненависти, попытка кого-то обвинить. И такие посты, разумеется, появляются задолго до того, как появляются четкие доказательства произошедшего. И в этих случаях
опираться на посты, конечно же, не планомерно. It must be treated with extreme caution and not published or broadcast without verification, something we'll look at again later. However, as background information, it can be useful. И в таких случаях с такой информацией, такими постами нужно обращаться очень аккуратно, ни в коем случае ничего не публиковать без дополнительной проверки. На это мы посмотрим позже, об этом я скажу немного позже. Однако такие источники могут служить какой-то базовой информацией, да, отправной точкой и вводной информацией для вашего сюжета. For example, are there a number of accounts suggesting something slightly different from the accepted narrative at a certain point? This might give us pause for thought and challenge us to consider that there might be more to what we are initially being told. В этом случае вы можете посмотреть, существуют ли какие-то другие взгляды на проблему, отличительные от общепринятой истории. Вы можете посмотреть на другие позиции, на другие взгляды, другие мнения. Often in such cases, there are rumors of further incidents elsewhere in the same city. This can be caused by hysteria or hearsay, but it doesn't mean we cannot or should not do some more investigating to see if there is any credence to them. В таких случаях очень часто появляются слухи о повторных инцидентах, которые произошли где-то еще или даже в том же самом городе. Это может быть вызвано либо истерией, либо слухами, но это совершенно не означает, что такую информацию не следует проверять и не искать более надежных источников. Social media in such circumstances is also often a useful source of images, although due diligence must be carried out to ensure they are genuine, which I will also talk more about later. And it can also be a good way of getting in touch with people who are actually at the scene and on the ground. В таких случаях социальные медиа часто могут быть полезным источником картинок и изображений, с которыми тоже нужно работать очень подробно и обязательно их проверять. В этом случае необходимо обязательно связаться с людьми, которые действительно присутствовали на месте происшествия. Once again, however, it's important to bear a number of things in mind. First of all, journalists should, of course, not stop bombarding someone who is in the midst of a potential terrorist attack with messages asking for more information. One of the least edifying sights during such an incident is dozens of journalists replying to someone's tweets, asking them for permission to use an image or to speak to them. И, конечно, в этом случае необходимо повториться и помнить о том, что чего не следует делать. В этом случае не следует журналисту начинать атаковать человека и задавать ему вопросы и спрашивать его о том, можно ли использовать информацию, которую он опубликовал. Потому что в данной ситуации, если говорить о случае на Манчестер-арена, журналисты задавали вопросы людям, которые находились в эпицентре событий. И следовать такому примеру, конечно же, не стоит. То есть писать твиты о том, а можно ли сейчас опубликовать вашу информацию, спрашивать у людей разрешения в этот момент. There's no need for this because news organizations have their own social media accounts which have a large reach. In such a case, it's easy for them to post, asking anyone who wants to provide information to get in touch either by replying or sending a direct message, and they'll often also include an email address. В этих случаях у крупных организаций, если событие произошло и оно связано с ними, есть свои социальные медиа, и они всегда доступны. И в этом случае следует связаться в первую очередь с ними и попросить их предоставить информацию, а не писать прямые сообщения.
The BBC will often provide a form at the bottom of a developing story on the website, such as this one, to the same effect. This allows members of the public to get in touch if they want to at a time that suits them. It is in many cases more effective and certainly more ethical than spamming people on social media at such a traumatic time. У BBC для таких ситуаций есть своя практика, своя разработанная форма, направленная на то, чтобы связаться с людьми. Это позволяет членам общественности каким-то образом связываться с людьми, оказавшимися в эпицентре событий, и позволяет людям в эпицентре событий ответить в удобное для них время. То есть понятно, что в этой ситуации ситуация для них достаточно тяжелая, и получать спам из социальных сетей для них в этот момент просто неэтично. On a number of occasions, I have mentioned the potential pitfalls of social media and the importance of verifying information. We all know that social media platforms can be a source of great disinformation, and it is wise to treat anything with a great deal of skepticism. An interesting, if largely harmless, example of this happened this week in the UK. В некотором ряде событий, которые я упомянул, такие события мы можем рассматривать как своеобразные ловушки социальных сетей. И, конечно, в этих случаях мы должны проверять информацию. Но мы также знаем, что социальные сети и социальные платформы могут быть источником дезинформации, и их нужно использовать с долей скептицизма. Хорошим примером в этом случае может послужить такой достаточно безобидный пример, который произошел на этой неделе в Великобритании. A story was run by a number of media outlets, not the BBC, I must add, that the retailer Woolworths was set to reopen. Об этой истории рассказали несколько информационных агентств, но BBC среди них не было. И новость касалась розничной сети Woolworths, которая якобы открывалась вновь. Woolworths was a much-loved shop on the British High Street for almost a century until it went bust in 2009. Many people remain very fond of the brand, which they associate with childhood memories of buying sweets, toys, CDs, and so on. Woolworths — это любимая сеть британских магазинов, которая обычно располагается где-то в центре города, и сеть разорилась в 2009 году. Для многих бренд остался тепло любимым, и многие ассоциировали свои детские воспоминания с покупкой сладостей, игрушек, дисков именно в этой сети. This sense of nostalgia meant that a story about the chain reopening was sure to attract attention. Unfortunately, it was complete nonsense. The story was made up by a random Twitter account, which it later emerged was run by a 17-year-old student who had managed to con large sections of the British media. И вот это чувство ностальгии, оно, конечно, объясняет внимание, которое вызвала новость, и перепубликация этой новости. Однако сама новость была полной чепухой. История появилась на случайном аккаунте в Твиттере, и распространял ее 17-летний студент. And I'm just going to try and share my screen and show you the tweet. И сейчас Люк покажет вам сам твит. Has that worked? Yes. Yeah, good. So I've mentioned the importance of due diligence, but in this case, simply a few cursory checks would have indicated it was a made-up story. Я говорила о том, что информацию очень важно проверять и перепроверять, однако в этом случае даже беглого взгляда было бы достаточно для того, чтобы понять, что история сфабрикована. For starters, the account had emerged effectively from nowhere, had only 2,000 followers, and had no website linked to it. In addition, it misspelled the name of the shop there.
calling it Walsworth, but that didn't stop the story being picked up. Для начала, сам Twitter-аккаунт появился практически из ниоткуда, у него было всего лишь 2000 фолловеров, и не было никакой ссылки на внешний веб-сайт. Более того, в самом твите название магазина, название бренда было написано неправильно. Если вам видно, там удвоенное L вместо удвоенной «эл». Но даже вот такие явные знаки, следы сфабрикованной новости не остановили информационные агентства, и они эту новость подхватили и стали разносить. Not all deceptions are as easy to spot, of course. There are a number of cases of photos being circulated of events which later turn out to have been taken months or years earlier or in a different country. Конечно, далеко не всякий обман так легко распознать, и существует ряд случаев, особенно это касается фотографий, которые циркулируют по новостям иногда достаточно долго, и сами фотографии могли быть сняты много лет или месяцев назад. Иногда они даже приходят из другой страны. For example, earlier in the coronavirus crisis, a rumor circulated in WhatsApp groups that the army was being deployed and would be on the streets, forcing people to stay at home. Например, относительно недавно, в разгар кризиса коронавируса, в WhatsApp стал распространяться слух о том, что вооруженные силы будут использоваться на улицах городов, и вооруженные силы будут заставлять людей оставаться дома. Luke, sorry, 5 minutes, okay? Luke, 5 minutes, okay? Yeah, yep. Thank you. The message was accompanied by a photo of military vehicles driving along a highway, but on closer inspection, it was clear the vehicles were driving on the wrong side of the road, and therefore the photo could not possibly have been taken in the UK. Вот это сообщение об использовании вооруженных сил на дорогах сопровождалось фотографией военных автомобилей, которые двигались вдоль шоссе. Однако, если внимательнее посмотреть на фотографию, то машины двигаются по другой стороне дороги, а, соответственно, действие не могло происходить в Великобритании. So you could perform something called a reverse search on Google, which will show if the photos have previously been posted online. You can also check the account of the person who's tweeting something you're interested in. Does it seem genuine? Do they have a photo of themselves, or is it a stock image? How many followers do they have? How often do they tweet? And what do they tweet about? То есть в этом случае вы можете использовать реверсивный такой своеобразный реверсивный поиск в Google. Вы можете посмотреть, что вот люди, создавшие эти аккаунты, что они, какую информацию они размещали ранее, есть ли у них своя фотография, вообще насколько настоящими и искренними кажется то, что они пишут, есть ли у них, сколько у них фолловеров, сколько подписчиков, как часто они публикуют новости, о чем они публикуют эти новости. All of these things can help to give you a steer about whether or not the person is genuine. So thank you for listening. I hope it's been an informative talk on the usefulness of social media and how to avoid encountering problems. And I look forward to answering any questions that you might have. Вышеупомянутые моменты, они могут служить такой своеобразной подсказкой и определением того, насколько настоящим является аккаунт в Твите или другой социальной сети. Спасибо вам большое за внимание. Я надеюсь, что моя речь была информативной, и я готов ответить на все ваши вопросы. Да, большое спасибо, Люк. Я думаю, Thank you, Luke. Тех реальных примеров, которые звучали про Woolworth и так далее. Екатерина? Thank you, Luke. Thank you for the examples, real life examples. So they were really illustrating. И я бы хотел первым, пока наши студенты, как всегда скромные, собираются с силами, чтобы задать вопрос, я бы хотел предоставить
Игорю Вячеславовичу Сапко, депутату Пермской городской думы. Он один из таких активных пользователей социальных сетей, там больше 10 лет в социальных сетях сам присутствует. И я думаю, у него есть что спросить. Игорь Вячеславович, вы с нами, пожалуйста. So, and the first person I would like to give the floor to ask a question is the deputy of Perm Duma, Igor Sapko. So he has his representation on social media, and he's sure has a question to ask. He is state Duma, not per region. He is from state Duma. Sorry, my mistake. State Duma. Спасибо, добрый день, дорогие друзья. Ну вот хотел Вадима Сковородина похвалить за то, что он дал такую возможность мне принять участие в этом онлайн-семинаре. Тут же одновременно хотел поругать за то, что перепутал место моей сегодняшней работы, но он вовремя исправился. So at first, I would like to say thank you to Vadim for the organization of such a nice seminar. Люк, большое спасибо за очень интересный доклад. Действительно затронули очень важные вопросы, связанные с коммуникациями в социальных сетях. Я очень рад, что наши побратимские отношения между моим любимым городом Перми и Оксфордом продолжаются. Сам в свое время, будучи главой города Перми, активно содействовал развитию наших побратимских отношений и в области культуры, образовательных проектов. Рад, что сегодня наши журналисты имеют возможность общаться и обсуждать также важные темы. Luke, first of all, thank you for covering on such hot topics today. And at the same time, I would like to express my happiness upon the event which is taking place right now, because the relationships between our cities, the Twin Cities relationship, is continuing. And it is so nice that our young journalists have an opportunity to discuss hot topics online today. Сам очень активно использую социальные сети. С 2011 года я имею свой аккаунт в Твиттере, чуть позднее в Фейсбуке, в Инстаграме, ну и в ряде наших российских платформах. So I use social media myself. I'm an active. I have a representation in Twitter since 2011. I have accounts on Facebook and Instagram and actively use them. Кстати, очень рад, что среди моих друзей в Фейсбуке есть и представители парламента Оксфорда. В свое время познакомился с Саджиком Маликом, который был в Перми у нас в гостях. Имею возможность знакомиться с работой парламента Оксфорда, жизнью Оксфорда и также обмениваться мнениями. I'm also glad that among my friends on Facebook, I have representatives from Oxford Parliament as well, and I have an opportunity to share my experiences with them and to get account of their experiences, and we have an opportunity to discuss the things. Люк, я хотел бы обратиться с вопросом. На самом деле жаль, что сегодня только одни журналисты. Наверное, политикам бы тоже было интересно послушать те коммуникации, которые сегодня выстраивают в Британии. Все ли британские политики сегодня имеют свои аккаунты в социальных сетях и насколько эффективно они используют их в своей работе? Какие платформы предпочитают? Вы говорили только про Twitter, а как другие ресурсы? И очень важный вопрос, который меня волнует, насколько участвуют они в обсуждении того поста, либо твита, который обозначили, есть ли обратная связь, есть ли комментарии, насколько оперативно они отвечают на те вопросы, которые к ним приходят, и участвуют ли они сами в обсуждении, или в большинстве своих случаев это СММ-специалисты, которые помогают комментировать и обсуждать тот либо иной пост. Спасибо большое. So, Luke, my question to you is connected with politics. And
I wish politicians, but not only journalists, had an opportunity to participate in this discussion. So my question is about how politicians use social media in the United Kingdom. So whether they use a single social media account, or whether they use a series of social media to represent themselves. How do they participate, and whether they participate at all in discussing the questions which they are asked online, and whether they react on the comments on the news which they post online, and how quickly they do this, and whether they do this themselves, or they have a group, a special SMM crew who would help them to do this. So political parties and politicians in the UK tend to do both. So the party itself will have an official account run by a social media team, which will post maybe video clips, statements, and that sort of thing. But it won't really interact with individual people or respond to questions. Ну, по сути дела, и партия, и политики отдельно обладают своими аккаунтами в социальных сетях. У партии будет свой официальный аккаунт, который, конечно, ведет команда, но информация на этом аккаунте не перекликается с индивидуальными аккаунтами политиков. But individual politicians also all have their own accounts, and they'll be much more involved in speaking to individual people, responding to questions, getting involved in the debate. And in terms of speed, very, very quick. I mean, if there's a new development, parties and individuals will respond to that within minutes. Quite often, it's very responsive. Индивидуальные аккаунты политиков, они, как я уже сказала, ведутся отдельно, и чаще всего реакции на какие-то обсуждения очень-очень быстрые. Иногда в течение 1 минуты реагируют. Особенно это ярко видно в индивидуальных аккаунтах политиков. Окей, спасибо. Спасибо за вопрос, спасибо за ответ. И у нас поступают первые вопросы. Значит, вопрос, как вы думаете, достаточно ли обычного здравого смысла и опыта пользователя соцсетей, чтобы оценить, стоит доверять тому или иному источнику в соцсетях? So, Luke, we have questions from the chat, and the first question is whether you need some special skills or common sense is enough to indicate the information, whether the information is accountable and credible on social network or not. I think in a lot of cases, common sense is enough, but there are definitely some instances where it's more difficult, and you need to probably have training or a specialist background in finding out about disinformation. It can be trickier in some instances. В большинстве случаев, конечно, здравого смысла достаточно, но бывают ситуации, когда, конечно, нужна какая-то определенная подготовка и прямо специальное образование в той или иной области, потому что случаи бывают разные, бывают очень сложные. Спасибо. Следующий вопрос. Как медиа Великобритании используют сообщения из соцсетей с точки зрения авторского права? Размещают активную ссылку, делают скриншоты. Каким образом не нарушать авторское право при использовании материалов из соцсетей? The next question is connected with how UK media use social networks from the point of view of copyright. So whether they make screenshots with the name of the author, whether they post an active web link to the account. So what can a journalist do to actually stick to the copyright in this case?
it varies from organisation to organisation. So at the BBC, we would always ask the contributor whether or not we can use their photograph, for example. If we don't have that permission, then we can use post the web link within the story and take people to the tweet, but we wouldn't use the content. But some other media organisations aren't as concerned about that and would use the photograph and wait to see if they get called out on copyright, and if they do, they'll pay a small fee. So it very much varies depending on your point of view. Вообще позиция медиа в этой ситуации очень отличается. В случае с BBC мы всегда спрашиваем разрешение о публиковании материала, и без такого разрешения, конечно, материал не публикуется. Другие средства массовой информации бывают не столь дотошными, и иногда даже информация может размещаться за какую-то определенную плату, но практики очень отличаются в зависимости от медиасервиса. Спасибо. И вопрос из YouTube. Его задает наш англоязычный, так сказать, зритель Анна Лобанова, но я, с вашего позволения, его переведу на русский, чтобы вся аудитория тоже поняла. Есть ли в Великобритании какие-то у английских сервисы или сайты для проверки аутентичности фотографий и видео? The next question comes from YouTube, and as I have understood, it comes in English. So Luke, probably you can see it or not. I'm not sure. But well, the question anyway, it refers to specific services, specific tools which BBC uses to verify their information. Whether there are some programs or websites where the information could be gone through and verified this way. So as for the tools, digital tools of verifying, I'm not aware of any specific tools, certainly that we use locally in Belfast. But the BBC does have a specialist disinformation team in London. So if I was concerned about anything in particular, I would probably refer it to the specialist disinformation team in London, and they may well have their specific methods of doing it, but I'm not sure what those would be, so I would sort of defer to them. Ну, каких специальных ресурсов, из специальных ресурсов сложно что-то назвать, но у BBC есть своя служба дезинформации, то есть, которая занимается проверкой и перепроверкой информации. И если бы у меня при моем журналистском расследовании возникли какие-то вопросы в подлинности новости, я бы обратился к ним. То есть там наверняка у специалистов есть своеобразная методика. Could I just chip in here that the BBC is particularly good in this respect. For ordinary consumers like myself, they have a BBC News reality check team. Сейчас, отвечая на вопрос, к нам вклинился Пэдди Колтер, который открывал беседу, и он отмечает, что для BBC как раз характерна очень высокая степень проверки информации. BBC в этих вопросах достигли высоких результатов, и у них есть своя служба reality checks. And so, for example, with the US presidential campaign, you will have a BBC News story, but if you are interested, you can then see the reality check team saying that Biden's comment is exaggerated, that Trump's is fictitious, and so on. It's very helpful.
И в этом случае, если вам интересно посмотреть на официальную новость с другой стороны, вы можете воспользоваться как раз информацией этой группы Reality Checks, которая как раз представляет альтернативную точку зрения и дает комментарии на комментарии. Например, оценивает комментарии на выступление касательно нынешних президентской кампании в США, может оценить комментарии, которые даются в новостях на Джо Байдена или на Трампа. And the BBC World Service, that's not just the UK thing, it has this unit that Luke's talking about called Beyond Fake News, and they are really quite brilliant at detecting fake news. У службы BBC World News также есть своя служба, которая занимается раскрытием фальшивых новостей, и они также в этом преуспели. Спасибо. Вопрос Сони Фокиной, студентки Пермского госуниверситета. Активно ли британские журналисты ведут свои личные аккаунты в соцсетях, например, в Инстаграм или Твиттер? Есть ли для этого время у журналистов? Что они пишут, размещают фотографии, как они выпивают в пабах, или все-таки это связано с работой? Спасибо. So, and the question comes from a student, a first-year student of journalism, and her question is about individual accounts of UK journalists. So, what kind of information do they post on their social media? So, whether it is personal or whether it is more job-related, how actively do they run their accounts? This is a very topical question because the BBC last week brought out a whole new set of rules about what its journalists are allowed to post on social media, and basically the new rules are that it can only be work-related, uncontroversial content that's related specifically to the news, really. Ну, это на самом деле очень интересный и острый вопрос, потому что служба BBC совершенно недавно выпустила свод правил, который позволяет ее журналистам публиковать на их социальных страничках только информацию, связанную с новостями, и обязательно эта информация должна быть непротиворечивая и проверенная. То есть это вот совершенно недавнее правило. But lots of journalists, especially sort of more well-known, high-profile journalists, do have very active accounts, and would quite often post and share things before their media organization has done so, and that in itself has caused problems in the past too, in some instances, and that's partly why the BBC's new rules have come in. Ну, например, известные журналисты, с другой стороны, очень часто публикуют новости до того, как они будут выпущены их службой новостей. И во многом это тоже вызывало определенные проблемы и между журналистами, и между компаниями. Спасибо. Следующий вопрос тоже от студента, от Юли. Следите ли вы за российскими СМИ? Если да, то за какими? И можете ли сравнить российскую и британскую журналистику? Насколько сильно она отличается? And another question from a student. So it's more of a personal question, whether you personally follow Russian media, and if you do, does it differ greatly from UK media? I'm afraid I don't, largely because I don't speak or read Russian, so I can't really. So I do follow Russian affairs very closely, but through Western media outlets. So I can't really answer that question, I'm afraid. Я боюсь, я не могу ответить на этот вопрос, потому что, так как я не знаю русский, я не могу следить за русскими СМИ, но я слежу за событиями в России по англоязычным СМИ, и, собственно, это единственный способ для меня на данный момент.
Спасибо. Вопрос с YouTube. Люк приводил в качестве примеров ситуацию с Твиттером. Не подтверждает ли тот факт, что сегодня Твиттер наиболее используемый ресурс в соцсетях в Англии? Другие соцсети тоже, с ними тоже работают журналисты или нет? Спасибо. So, and another question from the YouTube channel. Luke, you have given an example of Twitter as a social media used by journalists, but whether is Twitter the only social media, or is it the most used one social media which has been accommodated by journalists, or there are any other social media which can compete with it? Yeah, I think Twitter is probably the one that's used the most by journalists, but that in itself is a problem because it narrows your the range of views that you're getting. So we do try to use Instagram. Actually, has become increasingly important. And also TikTok with younger, much younger audiences, so sort of mid-teens up. Facebook, not so much. I don't think Facebook's a great platform for us to share news stories and reach our audience, but it's not so good for getting things back from them in the way that others are. Luke, I'm sorry. What was the third media that you mentioned? TikTok. It was. Oh, okay. TikTok. Yeah. Даня Милюхин. Прошу прощения, мне показалось, что еще что-то было, кроме ТикТока. Да, Люк говорит, что Твиттер действительно самая используемая социальная сеть журналистами на данный момент, и это само по себе представляет проблему, потому что это серьезно сужает и аудиторию, и способ предоставления аудитории. Сейчас журналисты пытаются использовать Инстаграм и ТикТок, но это только начальные этапы, а пока, да, Твиттер на первом месте. Спасибо. Люк, у меня очень такой практический вопрос. А как вы мониторите социальные сети? Грубо говоря, есть у каждого журналиста какое-то закрепление по его темам за какими-то социальными сетями каких-то людей? Или есть специальная служба, которая мониторит соцсети? Как? So, Luke, the question comes from Vadim himself, and it is about the way you deal with social media. So how do you monitor social media? Whether a journalist does it, so whether a journalist monitors a particular social media, or whether you monitor a topic via a series of social media. So which way you do it? I think it depends on the circumstances. So most days in work, we would monitor the platforms generally. So mainly Twitter, and then to a lesser extent Facebook and Instagram. But if there's a big story happening, or if there's something we have heard about that we want to find out more information about, then we would specifically look at the topic. So, for example, if we heard that there had been a murder in a town in Northern Ireland, we would look for mentions of that town. But generally, we monitor sort of try to monitor the whole platform. Ну, обычно мониторят всю платформу, то есть какую-то одну платформу целиком, чаще всего это именно Twitter, а другие сети привлекаются только в случае, если речь идет о каком-то громком событии, если, например, произошло убийство, и тогда информация уже начинает искать информацию и по другим социальным сетям, но опять-таки Twitter. И, то есть это не какой-то отдел специальный в редакции есть, который мониторит соцсети, а каждый журналист отдельно сам что-то ищет. Sorry, it means that the journalists themselves do this search, but there is no department with this job. Not locally. So the BBC in London would have a specific department, a social media department. In local stations like in Belfast, we do it on a rotational basis. So 1 week
I'll be in charge of that, and the next week somebody else will be. Все зависит от масштаба средства массовой информации, от масштаба холдинга. То есть на местном уровне это делает отдельный человек. То есть на одной неделе я могу сам заниматься мониторингом социальных сетей, на следующей неделе этим будет заниматься другой человек. Но если речь идет о крупных медийных холдингах, то у них, конечно, есть своя собственная служба, которая отдельно занимается социальными сетями. Спасибо. Задают вопрос чуть шире нашей темы, но тем не менее о степени свободы в ведении расследований в журналистике Великобритании. Есть ли темы запрещенные, нежелательные, за которые могут последовать санкции со стороны государства? Спрашивает Алена. So we have another question from the audience, and it refers to the freedom which journalists may experience in the topics that they cover. So are journalists in the UK free in the choice of topics? Are there any banned topics, something what a journalist may be sanctioned for by the government, for example? No, there are none. I mean, in terms of what you can and can't write, your editor might make a decision that they don't care about a story, or that they don't feel it's newsworthy. But there's nothing that's off limits in terms of being officially banned or that you'd be sanctioned for. The government doesn't have any kind of influence in that respect. Ответ на этот вопрос: нет, санкций никаких нет. По сути дела, журналист может заниматься совершенно любой темой, и решать, публиковать новость или нет, будет редактор. То есть это отдается на усмотрение редактору. Но со стороны правительства никаких санкций за выбранную тему нет. Это давно прошло. Спасибо. Вопрос о наказаниях за публикацию фейк-ньюс. Существуют ли какие-то наказания? Ну, немножко расширим, может быть, имеется в виду в том числе преследование по закону, не просто наказание. А может быть, имеется, и журналист еще и говорит о том, что наказание внутри редакции. Another question concerns the kind of punishment, whether there is any kind of punishment for publishing fake news, either within the media holding itself, the media company, or like a legal punishment. So there are no legal punishments unless you were to just for fake news, just for publishing something that's false. There's no legal punishments. There are sanctions within the media. So there's a regulator for the written press, and there's a regulator for the broadcast media, which also covers the BBC website, even though it's written. And you can be fined ultimately. You can be required to publish clarification. You can be sort of given an official sanction. So that would be the main way that publication of fake news would be punished as such. Ну, с точки зрения, с юридической точки зрения, наказания никакого не следует, то есть нет закона, который бы каким-то образом предусматривал наказание за публикацию фальшивых новостей. Однако внутри самой медиаиндустрии такое, конечно же, есть. И есть целый свод правил, который применяется и в рамках BBC, и для печатных средств. И в этом случае журналист может понести либо какие-то материальные издержки, заплатить штраф за публикацию новости, но этот штраф будет налагать как раз-таки его издание. Да, его издание. То есть это внутренняя политика компании, медиа. So this is some kind of inner policy of the company and inner policy within the media industry. It's within the media industry, yes, not within the company. The organizations are organizations that were
set up by all of the different major media organizations, and it's agreed that they're independent regulators for the industry. Это ограничения, которые накладываются самой отраслью, и вот эти своды правил и ограничений, они создаются независимыми ассоциациями, состоящими как раз-таки из представителей самой отрасли. Спасибо. Вопрос от наших коллег из города Губаха. Используют ли британские СМИ соцсети как средство продвижения их сайтов? И какой примерно процент трафика на сайте составляют переходы из соцсетей? So, the question concerns the use of social media for advertising and promotion. So, whether the companies use social media to promote their company websites, and whether you have any records of the number of following the link via media website, from the social media to the website. So are there any records of that? So yes, media organizations do use it in that sense to attract people to the website, you know, sort of promoting themselves in various ways. That does happen. In terms of records, yes, all the social media platforms give you an insight into how many people have clicked on a link, and you can also look. We have a piece of software that we use that shows us how people have accessed the website. So whether they've come through social media, whether they've come straight to the website, whether they've come through Google search, and so on. Да, каналы используют социальные медиа для рекламы своего официального веб-сайта, и так как все социальные сети предоставляют информацию о количестве переходов по ссылке, то, конечно, такая информация фиксируется, и всегда можно узнать, сколько человек перешло по ссылке из социальной сети, а сколько человек перешло по ссылке из поиска в Google. А можно какой-нибудь пример, сколько составляют такие переходы, ну, для какого-нибудь издания, чтобы мы поняли? And can you give an example of a particular company? So about all those examples of following the links. So what are the records in this Share, case? just share, not numbers, but share in general. Do you mean sort of, for example, what percentage of people would come from Twitter? Absolutely. So our biggest, the most people who access us either come directly or from Facebook. And I think off the top of my head, I'm right in saying that I think it's around about 30% come from Facebook links. Twitter's much smaller. It's something like it's well under 10%. Ну, если говорить о процентном соотношении, то большая часть пользователей приходит на сайт напрямую, а по ссылкам на Фейсбуке обычно проходит порядка 30% пользователей веб-сайта, а Twitter в этом смысле дает самый маленький процент, там где-то 10-12%, но все данные я, конечно, даю навскидку. Да, спасибо. И вот еще никак не отпускают у ребят вопрос Твиттера, потому что в России Твиттер не очень популярен. Спрашивают, почему Твиттер столь популярен в Великобритании как ресурс? So, and there is another question about the use of Twitter, because in Russia, Twitter is not so popular. And the question is, why do you think Twitter is so popular in the UK? It's a very good question. I'm not sure. It's important, I think, to point out that it's popular with a certain section of the population. It's very popular with people who are very media active, politically active, have an interest in those sort of things.
it's not so popular just with the average person. They tend to prefer Facebook. So I don't know why it's why it's more popular than it is in Russia, but that's important to bear in mind anyway. Ну, мне сложно ответить на этот вопрос. Действительно, если говорить в целом, то Twitter популярен среди той категории людей, которые активно интересуются новостями и медиасферой, а среднестатистический пользователь социальных сетей, он, конечно, скорее предпочтет Facebook. Но ответить на вопрос, почему Twitter популярнее в Великобритании, сложно. Спасибо. И еще один вопрос такого общего характера, связанный с политикой. Слышал ли Люк о истории с Иваном Голуновым? Да, и вообще, насколько, я так обобщу, насколько возможна подобная история, когда журналисту или вообще любому, на самом деле, человеку подбрасывают наркотики, в этом же его обвиняют? So, and probably the last question for today, but not for sure. Luke, the question is to you, whether you're familiar with the name and with the case of Ivan Golunov. Have you heard of this case? Very, very vaguely, but no, not. I can't recall the details. Okay, then I would come to this question from a different perspective. So whether it is a common situation or whether it is a possible situation in the UK that a journalist would be framed for would be framed for a crime, for example, for possession of drugs, because of the topics which the journalist has covered before? Or are there real examples? I mean, I'd never say that it's impossible, but to my knowledge, it's never happened. And I would be very surprised if it did. It's just not something that would be it's just not something that seems plausible in the UK. Nothing's impossible, but I would be extremely surprised. Ну, я опасаюсь слова «невозможно». Многое возможно, это может быть вполне вероятно, но я не могу привести примеров, я о таких примерах не знаю. Спасибо, Люк. Можно на правах ведущего я задам последний вопрос и будем завершать. Вопрос, он в целом немножко о журналистике, не только о социальных сетях. Вот, Люк, на ваш взгляд, что сегодня в Великобритании является главным приоритетом для журналиста? Найти новость первому, опубликовать ее первому, или все-таки это уже не столь важно, важнее дать именно точную информацию, наиболее полную информацию? Как меняется вот этот вот приоритет? Если... Vadim is asking the last question of today's meeting as the host of the meeting, and this is more of a general question about journalism itself. So, Luke, what do you think is the main priority for a journalist at the moment? So, is it still a priority to be the first to find and publish the news, or is it more important to cover the news properly, to have a verified news with the appropriate arguments? I think it's a bit of a mix of the two. I think if you had to say which is the most important, the second is the most important. Being accurate and make sure you publish something that's verified is more important, because in the current climate, if you get it wrong, if you publish something that's untrue, then it undermines trust in your organization and the media as a whole. If you can get it right and be first, that's great. But I think if you had to prioritize, I certainly would say that the second is the most important. Ну, ответ, конечно, на вопрос такой, что, наверное, и то, и другое важно, но в сегодняшней ситуации, в ситуации, когда мы практически всегда находимся на грани, я бы поставила во главу угла именно точность предоставления информации, надежность информации. Конечно, хорошо, если вам удастся опубликовать ее первым, но надежность в данном случае в приоритете лично для